Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. О чем же она будет нам сегодня изливать душу? Что же она хочет вам сказать? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас такое, знаете, абсолютнейшее предвкушение любви. Вот вы именно созрели уже для новых чувств, для новых отношений. У некоторых может проигрываться, что, возможно, вы уже познакомились с новой женщиной, да, вот вы стоите в самом начале каких-то романтических отношений. Причем вот вы человек, который очень в отношениях очень верный. Вот если вы с одной, то вы с одной. Вам не нужны какие-то девочки-однодневочки, вы очень постоянный, вот именно в своих чувствах. Одна женщина, да, вот одна жена, вам не нужны походы направо-налево. Вы настолько вот чувственный человек, очень, знаете, вот может проигрываться, что вы очень романтичный, вы умеете ухаживать за женщиной. Вы настолько вот по жизни живете душой и сердцем, вот абсолютно вы не продуманный, абсолютно не корыстный. Вот если есть люди, допустим, которые 100 раз подумают, а стоит ли с этой связываться, а может быть лучше с той связаться, с ней выгоднее, да, там папа олигарх, то вы абсолютно не такой человек. Вы вот если влюбляетесь, то все, для вас мир погас, розовые очки. И в каком-то смысле вы даже не замечаете, вот когда влюбляетесь, то не замечаете каких-то недостатков. Вот, возможно, даже у вас были ситуации, когда вы встречались с женщиной, да, вот вы так безумно влюблялись, а вам друзья, приятели, либо же родственники говорили: да посмотри, да она же и там она не очень хорошая, и здесь она не очень хорошая, да, ну то есть на какие-то недостатки ее показывали, а вам все нипочем было, потому что любовь морковь. В принципе, вы таким же и остались. Вы настолько человек, человек души, человек сердца, вы очень ранимый, вы умеете любить. То, что вашу любовь не всегда ценили, это другой момент, да, но вы вот, вы если любите, вы вкладываетесь до последней клеточки, вы такой, вот знаете, человек, который вообще привык жить для других. Про себя вы как-то вот по жизни забываете. Вы очень любите стабильность во всем. Это касается не только отношений. Это стабильность вообще и по работе, вообще по жизни, где угодно. Если кто-то любит, знаете, вот менять все как перчатки, вам нужна везде, так знаете, стабильность, структурированность. Вы человек, который, знаете, вот вы переживаете даже за то, что, может быть, и не следовало брать так близко к сердцу. Вот настолько вы человек впечатлительный, несмотря на то, что, да, вы сильный мужчина, взрослый мужчина, но, тем не менее, знаете, я даже не удивлюсь, если бывают в вашей жизни моменты, когда вы можете так где-то ночью, да, когда вам грустно, больно и одиноко, можете пустить скупую мужскую слезу. Ну, понятно, чтобы так никто не видел, да, вот, потому что вы не любите посвящать других в свои какие-то вот дела, свои переживания. Но любите, конечно, вы от души всегда. Так, что еще? Да, вы пережили в своей жизни момент, связанный с женщиной. Это был трагический момент, это реально была трагедия вашей жизни, это была беда даже. Это настолько было вот болезненно, что, возможно, даже некоторые из вас и сейчас еще не отошли, особенно если это был недавний разрыв. Возможно, и сейчас вот вы находитесь в таком вот состоянии, да, то есть, либо же вы уже прошли, если это было давно, да, вот, ну, болезненный, ужасно был этап. Но сейчас, в принципе, вот вы готовы к новым отношениям, вы готовы, но опять же проигрываются некоторые страхи, еще и опасения, да. С одной стороны, вы так готовы к новым отношениям, но с другой стороны, как-то вот, ну, страшновато. А вдруг не получится, а вдруг опять обманут, а вдруг предадут, а вдруг снова на те же грабли, да, и снова все по новой.
То есть здесь такая двоякая ситуация. И, кстати, я помню, уже неоднократно она нам в раскладах выпадала, да, то есть это такая вот ваша реально наболевшая тема у многих. Ну, в принципе, здесь даже чисто психологически это нормальный момент, когда человека обманывают, когда предают, то потом, конечно же, ты уже переживаешь, чтобы снова не наступить на те же грабли и снова, чтобы тебе не сделали больно. Здесь уже реально такое вот опасение, уже чисто психология здесь срабатывает. И довольно у многих это, ну, длительный период может проигрываться, такое вот недоверие к женщинам. Некоторые начинают даже ненавидеть вообще весь женский род из-за какой-то одной женщины. И вот реально люди ненавидят, ну, мужчины, я имею в виду в данном случае, просто всех женщин, да, вот все такие сякие, все гулящие, все предательницы. Ну, то есть такая довольно тяжелая психотравма у таких мужчин происходит. Смотрите, еще вы такой человек вообще, вы довольно сильный волевой. Но вот опять же делаю акцент, когда вы влюбляетесь, то все, влюбленный волк уже не хищник, вы таете, да. Поэтому вот я бы вам тоже советовала, ну как-то вот контролировать себя, что ли, да, вот не так сильно растворяться в партнере. Я уже опять же неоднократно говорила, но еще раз повторю для гостей канала, для новых подписчиков, что когда вы вкладываетесь, да, это все хорошо, это здорово, когда любишь человека, хочется весь мир к ногам бросить, да, хочется 24/7 быть вместе. Но нужно не забывать и про себя. Нужно иногда уметь говорить слово «нет», да. Нужно мягко говорить, что сегодня я не смогу, да, может быть, у меня сегодня там, я не знаю, с мужчинами какие-то свои там дела, посиделки. Понятно, это все в мягкой форме говорить, да, а не так, как вот слепой котенок, да, слепо все делать, да, вот как реально как джин, да, каждое желание выполнять. Нужно помнить и про свои какие-то желания. Потому что, ну, реально потом начинает женщина обесценивать все, что вы делаете, да, это все хорошо, замечательно, когда каждый день букеты цветов, когда весь мир к твоим ногам, но это сразу хорошо. Это сразу женщине, да, нравится, это все тогда прикольно, как говорят, да. Но потом, вот я вам скажу по секрету, может быть, кто-то и знает это, что женщины привыкают и к хорошему, ну, в принципе, любой человек привыкает и к хорошему, и к плохому. Но когда вы постоянно будете растворяться, это уже не будет так цениться. Это будет, ну, как поздороваться, это что-то обыденное будет. Это не будет чувствоваться как какой-то сюрприз. И просто, знаете, вот женщины начинают наглеть и борзеть. Они, ну, я просто слышала разговоры, я знаю, как женщины оценивают такие поступки. Несмотря на то, что я сама женщина, но опять же я делюсь вот этими женскими штучками с вами. Женщины просто, знаете, считают таких мужчин, ну, слабыми, что ли, да, я никого не хочу обидеть. Вот они считают, что вот такой любящий, заботливый мужчина, ну, чуть ли не, ну, не рабом становится, да. Ну, это как-то, конечно, не очень красиво звучит, но тем не менее, к этому привыкаешь. А когда ты дозируешь, когда вот она ждет какого-то вашего там того же сюрприза, подарка, там букета цветов, вот она ждет, и это какой-то реально сюрприз, да? Когда она знает, что вот сегодня вы можете что-то сделать для нее, а завтра, извини, дорогая, ну я немножко занят, да? Вот так мягко, но тем не менее вы отказываете. Я никого не призываю ни в коем случае к грубостям каким-то, нет. Просто это должно быть дозировано, да. Есть любимая женщина, а есть, извините, я любимый, у себя любимого. И есть мои желания, есть мои хотелки какие-то. И я тоже живой человек, в конце концов, да. Поэтому вот такой баланс должен быть. Итак, поехали дальше. Это немного мы отступили от темы, но все-таки я знаю, что вы любите такие небольшие психологические отступления, пояснения, да. Вот хочется, конечно же, помочь, может быть, кто-то прислушается к моим вот советам. Итак, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая будет сегодня нам изливать душу?
Это женщина, которая вот была, она ваша императрица. Конечно же, это женщина из прошлого. Сейчас вот вы находитесь с ней на расстоянии. С этой женщиной у вас было очень непростое такое время. Особенно это время, когда, ну так сказать, последние дни, месяцы, может быть, у кого-то годы были очень непростые. Это могли быть конфликты, скандалы, это неуважение, это могло быть общее такое раздражение, да, когда вы друг друга просто уже раздражаете. С одной стороны, вроде бы люблю, а с другой стороны, ну, уже достала своим поведением, своим неуважительным отношением. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Это женщина, которая очень продуманная, женщина довольно конфликтная, довольно эгоистичная. Женщина, которую, возможно, вы даже хотели бы забыть, как кошмарный сон. Такого типа женщины, они, вот знаете, они несут разрушительную энергетику. Если вот есть люди с такой светлой, теплой какой-то созидательной энергетикой, да, которые, люди, которые вот как солнышко, готовы всех обогреть, то эта женщина, она довольно разрушительная. Может проигрываться даже, что она не умеет даже дружить, либо же она дружит только с выгодными людьми, кто побогаче, кто может где-то там порешать ее вопросы, да, вот как, допустим, с врачами дружат, кто-то там еще с какими-то специальностями, там в магазине, может быть, дружат, да, потому что можно со скидкой что-то получить. Ну, то есть вы поняли, о чем я говорю, да? Если человек теряет какую-то выгоду, он сразу же прекращает и всякое общение с такими людьми. Поэтому, ну, если честно, я бы не хотела в друзьях иметь такого типа женщину. Довольно такая самовлюбленная, своенравная, с характером, очень непростая дамочка. Давайте-ка посмотрим, что же она нам сегодня поведает, что она нам расскажет, да, о чем она хочет душу изливать. А смотрите, сразу же она нам рассказывает, да, ну понятно, через расклад она нам об этом говорит, что у нее есть некая ностальгия, вот ностальгия о прошлом и ностальгия о тех временах, когда все было хорошо. У нее сейчас идет нехватка денег, нехватка вообще каких-то вот любовных, таких вот романтических отношений, ощущений, острая нехватка любви, как я люблю говорить, да, вот такой вот точный диагноз. Острая нехватка и денег, и любви, и вообще какая-то вот ситуация одиночества. Вот она себя чувствует, знаете, вот хочется сказать почему-то вот злой и одинокой. Вот она чувствует себя реально обозленной на весь мир. Она недовольна, что все пошло не так, как она задумывала. Чем она еще недовольна? У нее нет любви, у нее абсолютный вот какой-то этап сейчас вот затишья. Могут проигрываться и проблемы вот реально финансового характера. Это могут быть увольнения, сокращения, задержка денег, да. И мужчинами здесь даже не пахнет. Она очень злится на эту ситуацию, да. Причем она вот в чем-то даже винит вас. Почему она винит вас? Давайте посмотрим, почему винит. Она очень надеялась, что вы начнете с ней все с чистого листа. Вот ей хотелось бы, да, вот несмотря на то, что она злится, но вот она думала, вот как, извините за такое сравнение, да, вот как верный пес, вы опять же на задних лапках прибежите к ней, несмотря ни на что, и попытаетесь мириться, попытаетесь налаживать все, да, потому что она прекрасно знает, что вы ее любили, и она, естественно, думает, что вы будете любить ее до конца жизни. Ну, наивная дамочка, правда ведь? Она даже не понимает, что то, что она вас обидела, это мягко говоря, она вас обидела, да, это разрушило, ну, как минимум, вашу любовь. Это разрушило, хорошо, даже допускаем, если любовь до конца не ушла, да, потому что это довольно сложное такое чувство. Это такое, знаете, вот это момент, когда не то чтобы вот она полностью прям чувство разрушила, она уничтожила вот вас как мужчину, она опустила ниже плинтуса, извините за выражение, она ударила очень больно по мужскому самолюбию.
А как мы знаем, да, вот психология мужчин, что мужчина может даже уйти от любимой женщины, если та ранила его по самолюбию. Это, ну, сродни удару ниже пояса. Поэтому она даже не понимает, что она вот вас уничтожила как мужчину, она разрушила вашу жизнь, по сути, да, вот, когда ты любишь человека, и этот любимый человек, ради которого ты готов был горы свернуть, да, пусть даже, может быть, что-то неумело делал, но ты старался, ты делал, ты вкладывался, да, но тем не менее ты от души это делал. А это не оценилось. Ты получил предательство, ты получил плевок в душу, да. Но о каком возвращении может идти речь? Ну, это я не знаю, кем надо быть, да, чтобы вот такие вещи простить, да. Вот никого не хочу обидеть, еще раз повторяю. Но это понятно, что личное дело каждого есть, конечно, но это единицы, которые прощают и таких женщин, и измену прощают. Но все-таки, насколько я знаю, как показывает практика, статистика, таких женщин, как правило, не прощают, которые вот предали, которые изменили тем более. А она вот почему-то думает, что она может вытворять все, что угодно, вы будете это все прощать. Это все будет исходить с рук, да? Вы там перебесились, перезлились. И неважно, сколько времени прошло, да, вот вы все равно должны, как верный пес, прибежать и завилять хвостом, да, и я весь такой, я весь твой, и на все согласны, давай попробуем вернуть. Хоть что-нибудь, да, как в песне. Поэтому вот она злится, она бесится, ей плохо, ей некомфортно. Она сейчас вот как-то обозлилась на весь белый свет. Она ведь когда начинала вот зажигать, да, вот эти все ее похождения направо-налево, они ведь были для нее вот какой-то, вот как игрой, да, она думала, она с легкостью будет менять мужчин как перчатки, она думала, что бы она ни сотворила, вы все равно будете ее прощать, вы будете к ней бежать, вы даже спустя месяцы и годы будете ее любить, поклоняться, преклоняться, и других женщин для вас не будет существовать, вот в таком плане. Но не тут-то было. Вот она сейчас реально вот на себе испытала действие бумеранга, когда бывший муж, да, либо мужчина к ней не прибежал, да, который смог, да, как бы тяжело вам не было, но вы смогли как-то совладать с этой болью, вы смогли пережить этот период, да, кто-то сейчас, возможно, переживает такой период. Но, тем не менее, вы не унизились, вы не прибежали. Она, конечно же, недоумевает. Она, конечно же, очень сильно на вас злится. У нее полно агрессии, у нее полно, вот именно, знаете, как будто вот комок такой вот мужской энергии. Вот она ходячий комок мужской энергии, абсолютно не женский. Если женщина более такая мягкая, более податливая, то она сейчас вот как комок злости, комок какой-то такой, знаете, вот как тигр перед прыжком. Ей хочется вот даже у нас на дне колоды, чтобы, знаете, вот пришел человек в ее жизнь, и вот как эта рука руку тянет, да, вот как бы ее спасли из этого состояния. И, конечно же, лучше, чтобы это были вы. Но она еще не поняла до конца, что вы этого делать не будете. Потому что, ну, в конце концов, вы себя перестанете уважать как личность, да, и в конце концов вы себя не на помойке нашли, если на то пошло. Поэтому вот она так и будет прозябать, у нее будут серьезные перемены в жизни, да, вот перемены не в лучшую сторону, бумеранг здесь действие 100%. Поэтому, в принципе, она за что боролась, на то и напоролась. Получила по заслугам. Поэтому, конечно же, она сейчас готова заливаться слезами ночью в подушку, да, потому что днем она не покажет, конечно же, такое свое плачевное состояние. Днем она, конечно же, королевишна вся, жизнь прекрасна. Даже если вы с ней общаетесь, конечно же, она будет вам рассказывать, что у нее все в шоколаде. Но только шоколад немного не так пахнет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!